Да уж, могло быть и хуже. Всем привет, друзья! Я нахожусь в порту Тильгу, откуда я направляюсь на остров Найсар. Расположен он в Финском заливе в 10 километрах от Таллина и почти весь покрыт густым лесом, который подступает к самой воде. Найсар богат черникой и грибами, но все же не плодородная земля привлекла мое внимание, а то, что на ней было построено. А именно военное наследие Российской империи и советских времен. Запасшись продовольствием на несколько дней, я отправился в путь навстречу новым приключениям. На полпути к острову мне повстречался корабль, стоящий на рейде. Проходя мимо, я заметил, как спускается на воду спасательная шлюпка. Видимо, меня решили спасать. Мысленно я поблагодарил экипаж за предусмотрительность и пошел дальше. 2 часа спустя я добрался до острова и, оставив каяк на пляже, отправился в пеший путь. На Найсар есть 3 туристических маршрута протяженностью от 10 до 13 километров. Культурная, природная и военная тропы. Первый день решено было начать с культурной повестки. С погодой очень повезло, небо затянуто и, соответственно, очень комфортно идти. Тепло, но не жарко. Прохожу мимо здания, где находилась когда-то дизельная электростанция, а прямо за ней стоят 2 пожарные автоцистерны прошлого века, созданные на базе шасси ЗИЛ-131. Автомобили этого типа до сих пор массово эксплуатируются в пожарных частях стран бывшего СССР. Грунтовые дороги острова плохо пригодны для движения тяжелого транспорта, поэтому в течение всего периода оборонительного строительства на острове большое значение придавалось железным дорогам. Строительство узкоколейки на Найсар началось в 1913 году, и к 18 году было построено почти 38 километров дорог. Дальше по дороге находится деревня, которая является наглядным примером городка советской армии 50-х годов, со всеми необходимыми атрибутами того времени: баня, клуб, столовая, магазин, казармы. А в наши дни деревня активно развивается в туристическом направлении. Что можно сказать про здания бывших казарм? Практически все в упадке и ждут своего покупателя, который приведет их в порядок под туристический бизнес. Основные достопримечательности поселка – это один из крупнейших валунов острова, который зовется Мяннику, как и сама деревня. Также есть музей, располагающийся в бывшем общежитии сверхсрочников. Здесь можно познакомиться с военной историей и бытом острова. Выразительность выставки усиливает советская атрибутика и книги, которые, в общем-то, не потеряли актуальности, исходя из происходящих сейчас событий на нашей планете. Двигаюсь дальше по дороге в сторону порта. Обратите внимание, что на острове есть и действующая железная дорога, протяженность которой примерно 2,5 километра. Преодолеть расстояние от гавани до деревни Мяннику можно на маленьком поезде. Каждому в лучшее верится, катится голубой вагон. 3 года назад на острове открыли реконструированный порт. Была углублена акватория, создан новый волнолом, добавили плавучие причалы. Ну а дойдя до гавани, взору моему предстала радостная картина приближающихся с материка туч. Чувствуется, будет гроза. Грозы, к счастью, не было, но было кое-что другое, гораздо приятнее. Красота какая. В общем, если продукты кончатся, то с голоду я тут не умру. Только с возрастом лениво как-то все это собирать, искать. Надо как в мультике, да? Дедушка дудочку. Нагибайся-то нагибайся. А вот как? Оказывается, ты просто лентяйка. Так, я здесь. Пойду сюда, склад мин. Пойду вниз отсюда, здесь пройдусь и вернусь к каяку. Итак, я добрался до центральной части острова, где в 1953 году началось строительство объекта по хранению минного, противоминного и противолодочного оружия. Объект входил в состав военно-морской части 26829, а ее служебные и жилые постройки находились как раз в деревне Мяннику. Участок был окружен двойным забором из колючей проволоки, а по внешнему периметру располагались сторожевые вышки. Одна из сохранившихся вышек запомнится мне на всю оставшуюся жизнь, но об этом немного позже. К
территории вела железная дорога, а все склады, карьерные площадки и цеха были подключены к железнодорожным веткам. Объект тщательно охранялся, ведь там находилось несколько тысяч мин образца 1937 года выпуска, а также мины времен Второй мировой и послевоенного периода. Наряду с этим хранились шнуровые заряды для уничтожения морских мин и глубинные бомбы. Все они находились в постоянной боевой готовности. Только представьте себе, какая это была пороховая бочка. Тщательное обслуживание, надежное хранение, защита от диверсантов и возможных пожаров требовали большой выдержки и серьезной подготовки отличного состава, находящегося на острове. В советское время Найсар снабжал морскими минами весь Балтийский флот. Также на территории был построен цех по ремонту и техническому обслуживанию мин. Остается только догадываться, насколько это сложная и опасная работа, когда ты должен на регулярной основе взаимодействовать с опасной для жизни металлической конструкцией, начиненной взрывчатым веществом. Как видно, рельсы подходили прямо к главному входу и шли внутрь цеха. В главном зале находятся остатки какого-то механизма. На стене балочный кран под потолком, который, видимо, помогал опускать мины в бассейн. И сам бассейн, необходимый, скорее всего, для проверки важных показателей и пригодности мины для эксплуатации. В поисках информации я наткнулся на архивные кадры гарнизона советских войск начала 90-х годов, а также источник с доселе неизвестными широкой публике фактами. Одной историей я очень заинтересовался и основательно изучил. С ней я вас сейчас и познакомлю. Итак, приступим. С началом претворения в жизнь Михаилом Горбачевым и его командой реформ под названием «Перестройка» и последовавшими за этими реформами негативными последствиями, политическая обстановка в стране стала непрерывно ухудшаться. Националистические настроения, протесты в республиках и даже военные конфликты. Это больше похоже на планомерную подготовку к развалу страны, чем на естественное разрушение, о котором нам говорят сегодня выгодоприобретатели распада в каждой бывшей Советской Республике. Итак, в связи со стремительным ухудшением ситуации, начиная с 1988 года на острове проводились работы по эвакуации находящегося на хранении боезапаса. Эти работы начались за 3 года до планирующегося распада Союза. Так как физически невозможно было полностью справиться с эвакуацией, тогда же поступил приказ уничтожить весь боезапас с целью исключения любой возможности оставления его в Эстонии. С 1988 по 1994 год было уничтожено такое количество боезапасов, на транспортировку которых понадобилось бы 90 железнодорожных эшелонов по 40 вагонов в каждом. Первые в очереди были мины образца 1937 года, порядка 3000 штук. Вес взрывчатого вещества составлял 80 кг. Они уничтожались методом подрыва. Затем наступила очередь более современной версии с весом заряда тротила в 240 кг. Совокупная мощность была настолько сильной, что при подрыве нескольких таких мин на острове в Таллине вылетали окна. Соответственно, массовые взрывы были неприемлемы. Но не только по этой причине, а также из-за возможного ущерба флоре и фауне острова. Искали возможности более щадящего варианта подрыва. В конце концов придумали и внедрили новаторский метод, означавший выжигание тротила в корпусе морской мины. Работа по выжиганию шла с 90 по 94 год. Из-за высокого риска возгорания леса подобные мероприятия проводились только в сложных погодных условиях – осенью и зимой. Также, разумеется, присутствовал и риск взрыва, что не добавляло спокойствия и чувства безопасности. Корпуса мин, которые можно наблюдать на острове в наши дни, это и есть те самые мины с выжженным тротилом. Ну что, тему морских мин можно считать раскрытой, а я двигаюсь дальше, в южную часть острова, где также есть на что посмотреть. Например, на острове родился и какое-то время жил немецкий астроном Бернхард Шмидт. Созданная им новая система телескопа, названная позднее камерой Шмидта, и в наши дни считается одним из выдающихся достижений в области телескопостроения. Пройдя немного дальше, можно увидеть местную церковь, построенную в 1934 году и совсем недавно отреставрированную. А недалеко от церкви находится кладбище. Центральным памятником является надгробие в честь английских моряков, погибших в Крымской войне.
Масштабное военное строительство на острове началось перед Первой мировой войной, когда здесь стали строить береговые артиллерийские батареи. На обратном пути я наткнулся на развалины одной из них. Батарея была введена в эксплуатацию в 14 году прошлого века, но в результате военных действий взорвана, как и большинство защитных сооружений острова. Теперь ее месторасположение поросло лесом и кустарниками. Доброе утро. Вставать, завтракать и дальше в путь. На второй день я решил пройти вдоль западной части острова, отклонившись от основной туристической тропы. И довольно быстро понял, что затея, мягко скажем, удалась. Более такая болотистая местность. Прохожу мимо батареи номер 7, которая состояла из 4 орудийных блоков. Перед вами один из них, взорванный в 1918 году и в наши дни представляющий из себя хаотичное нагромождение бетонных глыб. Ближе к побережью, недалеко от одного из блоков, находится такой вот дворик, состоящий из 2 подковообразных насыпей. На обратном пути я решил вновь пройти через территорию складов с боезапасом, но уже с другой стороны, где вчера мне не довелось побывать. Тут как раз находится охраняемый законом валун, состоящий из особой структуры гранита, который называется рапа-киви. Во время Крымской войны лес в округе валуна горел, и от жары в камне возникли маленькие трещины. Отсюда и название Нагари. Подходя к воротам, ведущим к выходу, я обратил внимание на сторожевую вышку и решил подойти поближе. Состояние конструкции оставляло желать лучшего, и старые прогнившие доски совсем не внушали доверия. Поднимаясь по лестнице, я проверял на прочность каждую ступеньку. Наверху под доской лежала пластмассовая коробка, которой тут явно было не место. Как оказалось, это был тайник из туристской игры Geocaching. Суть игры заключается в том, чтобы при помощи спутниковых систем навигации найти тайник, спрятанный другим участником. Самой крупной международной площадкой игры является geocaching.com. На сайте опубликовано более 2,5 миллионов тайников, а самих игроков в мире более 6 миллионов. Вот так, совершенно случайно, я и принял участие в игре. Оставив надпись и положив коробку обратно, я наступил на трухлявую ступеньку. И пролетев 3 метра, в полной мере ощутил на себе гравитацию Земли. Поднявшись и обнаружив на себе ссадины от ржавых гвоздей, я вспомнил песню Владимира Высоцкого, которая четко охарактеризовала мое состояние. Ну ладно, ну уснул вчера в опилках, да ладно, в челюсть врезали ногой, да ладно, потащили на носилках, скажи еще спасибо, что живой. Нормально, живем. С собой додумался взять антисептик. Все, сейчас обработал. Пойду на базу долечиваться. Лимит на приключения на сегодня был исчерпан, и прошагав за день 20 километров, я вернулся в свою берлогу. При падении досталось и телескопической палки от экшн-камеры, которую тоже надо было привести в порядок. Селфи-палку починил. Немного логики и, конечно же, инструментики. 9:30 уже улегся. Сегодня был такой насыщенный денек. В общем, завтра будет не менее насыщенный. Пора отдыхать, восстанавливаться, залечивать раны. Спокойной ночи. Итак, 3-й день на острове. Наметив с утра план маршрута, я отправился в путь навстречу новым приключениям.
Сегодня мне предстояло пройти по военной тропе и увидеть множество защитных сооружений прошлого века. За время пребывания на острове я постоянно сталкивался с пауками, которые плели свои сети через дорогу, так что приходилось смотреть по сторонам, чтобы не угодить прямиком в паутину. Наткнулся сейчас на грибников, посоветовал им, где можно грибов найти. Я тоже бывалый, за пару дней определил грибные места. Сейчас вышел на хорошую дорогу, иду побыстрее, нету паутинных. Пауки уже не преграждают путь, можно смело шагать вперед. Первый объект на моем пути – комендатура острова, в котором когда-то располагалось офицерское казино. Во время Первой мировой войны здесь возник пожар, но в 1924 году строение привели в порядок. На самом деле неизвестно, когда и для каких целей здание было построено первоначально. В советские времена в нем располагались штаб и казарма, а сейчас, как мы видим, от былой красоты и порядка не осталось и следа. Здание ветшает и потихоньку разрушается. Далее по дороге находится береговой уступ высотой более 7 метров, где обнажается синеватый суглинок, в большинстве своем прикрытый осыпью. Отсюда открывается замечательный вид на Финский залив, по которому курсируют паромы по международным маршрутам. А совсем недалеко находится береговая батарея, изначально сооруженная для необходимости держать под огнем пространство между островами Найсар и Айгна. В 1924 году батарея была вооружена орудиями Кане. Это 120 миллиметровое орудие было разработано французским конструктором Гюставом Кане и производилось по лицензии в России Обуховским и Пермским заводами, начиная с 1891 года. А этот орудийный дворик уже советских времен и относится к батарее номер 440. Перед вами башенка для часового, рядом с которой заваленный вход в крытый ход сообщения, куда я, разумеется, решил спуститься. Здесь находятся погреба для боезапасов, и отсюда же можно попасть внутрь башни часового. Ходы сообщения хорошо сохранились, хоть и кое-где есть небольшое подтопление. Так что без фонарика лучше здесь не ходить. В 60-х годах прошлого века на острове был размещен ракетный дивизион, вооруженный ракетами С-125. Данный советский зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия использовался в вооруженных силах СССР начиная с 1961 года. На ракетной базе острова применялась самая передовая по тем временам технология, которая держалась в строжайшей тайне. В настоящее время здесь остались только ангары. Десять километров спустя с начала моего пути я достиг самой северной оконечности острова, которая называется Вирби-Отс. Дословный перевод с эстонского означает «кончик палочки». С давних пор остров Найсар был одним из навигационных знаков для кораблей, державших путь в сторону Таллина. И первые маяки здесь появились 235 лет назад. За моей спиной как раз стоит нынешний маяк острова, возведенный в 60-м году прошлого века. Высота железобетонной башни 45 метров. Посетить маяк можно в любой день, но в грозу и шторм вход закрыт. Сооружение в отличном состоянии. Внутри висят фотографии, рассказывающие об истории острова. Поднявшись по лестнице, я добрался до смотровой площадки, где мне открылись красивые виды на остров. Говорят, в ясную погоду отсюда даже виден силуэт Хельсинки. Недалеко от маяка я наткнулся на еще один раритет советского автопрома – легендарный пазик, на котором, видимо, возят туристов, окуная в местный колорит. Дальше по маршруту находится еще одна разрушенная батарея. Некогда монолитная бетонная постройка была взорвана в год окончания Первой мировой войны. Только оставшиеся барабанно-орудийные установки, да паттерны, местами виднеющиеся из расщелин, дают нам понять, что здесь когда-то было фортификационное сооружение. Как уже было сказано, масштабное строительство военных объектов на острове началось в 10-х годах 20 века. Но с чем это было связано? Давайте разберемся.
После поражения в русско-японской войне боеспособность российского флота была подорвана. Понимая, что в будущем враг может угрожать Санкт-Петербургу с моря, командованием было принято решение о строительстве оборонительных сооружений. Наиболее подходящим районом была позиция на линии Ревель-Поркалаут, где расстояние между берегами Финского залива было самым узким. Морская крепость, официально заложенная летом 1912 года, была названа именем императора Петра Великого. Нарген должен был стать центром тяжести линии обороны. Да, именно так раньше назывался Найссар. Всего на острове планировалось 9 батарей, из которых 6 успешно было построено. Состояли они из бронированных башен, бетонных бункеров, командного пункта и склада. Все объекты на острове связывала между собой сеть железных дорог, о которой я говорил ранее. Детище эпохи империализма строилось в буквальном смысле всей Российской империи. Доходило даже до курьезных ситуаций. Орудия для расположенной на Балтике вроде бы как новейшей морской крепости приходилось снимать со списанных за старостью линейных кораблей и даже доставлять с далекого Тихоокеанского флота. Начало Первой мировой войны привело к очередным трудностям. Оказалось, что договор на поставку прожекторов был заключен с Италией, которая стала членом враждебного России Тройственного союза, и получить заказ нет возможности. Но несмотря на все препятствия, темпы возведения не ослабевали. За период с 14 по 17 год в Ревеле и его окрестностях было построено около 30 крупных и большое количество малых военных объектов. В ходе дальнейших военных действий стало ясно, что германский флот не будет прорываться в Финский залив. Немецкое командование сделало ставку на сухопутные силы, которые должны были пройти к Ревелю. По мере продвижения немецких частей к городу, оборонительные сооружения крепости приводились в негодность. Большинство береговых батарей, так и не сделав ни одного выстрела, было взорвано при отступлении русских войск. К счастью, некоторые из этих сооружений сохранились в целости до наших дней. Батарея под номером 10А – это первая хорошо сохранившаяся батарея, которая попалась мне на пути. Названа она, кстати, в честь Петра Великого. Металлическая дверь внутрь была заперта, но мне повезло. Смотритель музея был на месте, и, заплатив за билет 5 евро, я направился блуждать по коридорам военного объекта. На данный момент строение постепенно приводят в порядок для возможности его посещения туристами. Большой проект реставрации рассчитан на несколько лет. Батарея состоит из двух орудийных двухэтажных блоков, в одном из которых я сейчас и нахожусь. Сооружение огромное, практически как маленькая крепость. В общей сложности на 2 этажах находится более 20 различных помещений. На стенах развешаны фотографии из истории острова. Также здесь находятся некоторые военные экспонаты. Главная достопримечательность – это башенная установка, на которую должна была быть установлена крупнокалиберная двухорудийная пушка. Производство орудий велось на ранее упомянутом Обуховском заводе. Максимальная дальность стрельбы этих гигантов достигала 22 километра, а масса снаряда, вылетавшего из 18-метрового орудия, составляла более полтонны. Из главного блока можно попасть внутрь башенной установки, а точнее в ее подбашенное отделение. Общее состояние на данный момент оставляет желать лучшего. Вот для сравнения, как выглядит аналогичное помещение батареи на острове Куйвасари, Финляндии. Рядом с другим входом в блок на полу первого этажа были проложены рельсы для вагонеток, перевозивших боеприпасы. В 200 метрах от первого находится второй орудийный блок. Тут работы остановились на более ранней стадии. Успели возвести только фундамент и наружные стены. Также было установлено цилиндрическое бетонное основание для бронебашни. Как может быть заметно, фундамент и стены нижнего этажа орудийного блока были выложены гранитным камнем. Далее по маршруту батарея номер 10Б. Здесь находится самый высокий командный пункт на острове. Высота трехэтажного строения 15 метров. Батарея состояла из 2 бронебашен, на которых были установлены 12-дюймовые орудия. Сейчас от орудийных башен можно увидеть только остатки башенных колодцев, густо заросших растительностью.
Башни соединялись между собой бетонными тоннелями высотой почти 3 метра. Посередине военного объекта находился командный пункт, совмещенный с силовой станцией. Тут находились приборы управления артиллерийским огнем, помещения для личного состава, котельная и емкости с водой. Также присутствовали помещения 2 дизель-генераторов по 150 лошадиных сил. Внутри состояние батареи крайне плачевное, но тем не менее тут тоже есть на что посмотреть. На последнем этаже находится выход к старой металлической лестнице, ведущей на самый верх к дальномерному дворику. А с другой стороны еще одна лестница, поднявшись по которой можно попасть в помещение броневого колпака. Отсюда велось наблюдение за охраняемой территорией, и в случае нападения своевременно оповещался командный пункт. Памятуя о вчерашнем неудачном падении, я был предельно осторожен, поднимаясь по лестнице к дальномерному дворику. Цена ошибки здесь была гораздо выше, как в прямом, так и переносном смысле. Сложности добавляли местами отсутствовавшие перила и прогнившие от старости лестничные площадки. Когда-то отсюда было видно море и проходившие по нему корабли. Но со временем природа взяла свое. Вот такая вот вышла 30-километровая прогулка в предпоследний день моего путешествия. Не считая встречи с диким кабаном на обратной дороге, день прошел без особых происшествий. Напоследок я разжег костер, плотно поужинал после насыщенного дня и пошел искупаться. Заметил, что с каждым вечером вода попрохладнее становится. Ну, лето подходит к концу. Бодрит. Здорово. Просто кайф. Сегодня очень устал. Завтра отдых. Ну и где-то после обеда буду отплывать. Спокойной ночи. Доброе утро. 7 утра. Заключительный день на острове. Завтракав, я решил немного пройтись и наткнулся на еще один памятный знак в честь погибших здесь во время Крымской войны моряков. На этот раз французских. Французы в коалиции с англичанами, Османской империей и Сардинским королевством вели боевые действия против России, которая стремилась отстоять свои интересы на Черном море и укрепить влияние на Балканах. Масштабная война, начавшаяся в 1853 году, велась также на Балтийском море, что и объясняет наличие памятников погибшим морякам на острове. Крайнее истощение сил союзников и русские победы на Кавказе заставили Англию и Францию прекратить боевые действия. Россия в силу военного поражения в Крыму и тяжелого внутреннего состояния страны также стремилась завершить конфликт. 30 марта 1856 года война закончилась подписанием Парижского мира. В истории острова есть еще немало интересных деталей. И раз мы говорим о военном прошлом, то стоит упомянуть о Республике матросов и строителей Наргина. 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым залпом дал сигнал к штурму Зимнего дворца. Началась Октябрьская революция. Итогом которой стало свержение Временного правительства и установление нового политического порядка. В эти непростые времена, как грибы после дождя, стали появляться республики разной степени формальности и государственности. На этом фоне в декабре того же года матросы-анархисты Балтийского флота совершили переворот на острове и провозгласили Советскую Республику матросов и строителей. Учитывая, что анархизм не признает никакой власти, то неудивительно, что новоиспеченная республика отказалась оповещать правительство Советской России о своей государственности. Гарнизон острова состоял из матросов, артиллерийской команды и военных строителей, продолжавших свою работу по укреплению форта. Лидером был Степан Петриченко, сын бедного крестьянина, до призыва работавший на металлургическом заводе, а на момент происходящих событий являвшийся старшим писарем на линкоре «Петропавловск». Был у республики и свой флаг
черное полотно с белым черепом. Эдакий веселый Роджер на анархистский лад. Пиратская символика невольно отразила и суть поступков новой власти, которая не торопилась воплощать в жизнь революционные обещания, предпочитая жить в свое удовольствие в лучших традициях братишек Карибского моря. Как мы помним, остров был частью крепости Петра Великого, на котором располагались артиллерийские батареи. Имея за спиной мощную огневую поддержку, независимая республика чувствовала себя вольготно. Угрожая Таллину обстрелами, анархисты требовали продукты, спиртное и женщин. Ну а городским властям не оставалось ничего другого, кроме как подчиняться. На самом острове находилось около 200 местных жителей, которых новоявленные флибустьеры тоже грабили во имя пиратской республики. Ну а вся храбрость и героизм так называемых революционеров наглядно проявилась через 3 месяца распутной жизни, когда 26 февраля к Таллину подошли немцы, которые оккупировали Эстонию с целью склонить правительство большевиков к подписанию Брестского мирного договора. Доблестные морячки предпочли погрузиться на корабли и, сдав остров без боя, отплыли в Хельсинки. Вот так бесславно закончилась республика матросов и строителей, существование которой было изначально обречено на провал анархическим характером возникновения, который не имел никакого плана развития и остался лишь фактом произвола и банального грабежа для организации кутежей. А завершит наш экскурс в прошлое трагическая история, произошедшая на острове в годы иностранной военной интервенции в России. К концу Первой мировой войны жизнь страны была парализована промышленным спадом, блокадой и долгими кровопролитными действиями на фронте. Россия стояла на краю гибели. С приходом к власти большевики передали землю, а также банки и крупную промышленность в собственность народа. Иностранные капиталы оказались под угрозой, ведь еще до Первой мировой войны зарубежные капиталисты вкладывали большие средства в экономику Российской империи. Более того, иностранная буржуазия опасалась распространения революции по Европе и, испытывая классовую ненависть, стремилась не допустить создания и укрепления социалистического государства в России. Империалисты Англии, Франции и позднее присоединившихся Соединенных Штатов Америки в секретном сговоре выступили за полное расчленение и раздел страны. В общей сложности в военном вмешательстве в гражданскую войну на стороне Белого движения приняли участие 14 государств и сотни тысяч иностранных военнослужащих. Единственным очагом сопротивления наступавшим войскам оккупантов и их союзников была Советская Россия. Ожесточенные столкновения с интервентами происходили по всей стране. Британская эскадра развернула военные действия на Балтике, где пыталась уничтожить Красный Балтийский флот. В конце 1918 года британцами были захвачены 2 новейших эсминца «Австраил» и «Спартак», которые впоследствии были переданы эстонскому временному правительству. Первый получил наименование «Леннук», а второй «Вамбола». Из-за нехватки средств на содержание оба судна в 1933 году были проданы в Перу, где под новыми именами благополучно прослужили до конца 50-х годов XX века. В результате захвата 2 кораблей в плен попало около 300 матросов и 18 офицеров. После пленения оба командира эсминцев и большая часть офицеров без особых раздумий перешли на службу к новым хозяевам, а вместе с ними и машинная команда «Австраила» в количестве 35 человек. Остальных моряков, сохранивших верность флагу, постигла трагическая судьба. Спустя несколько дней после пленения 94 моряка со «Спартака» и 146 с «Австраила» были отправлены в концентрационный лагерь на остров Нарген. В общей сложности расстрелу подверглись 36 узников. Голод и болезни также забирали жизни пленных. Из-за отсутствия всякой медицинской помощи дизентерия и сыпной тиф косили голодных людей. 2 февраля 1920 года в Тарту был заключен мирный договор между Советской Россией и Эстонией. Немногие выжившие члены экипажа эсминцев благополучно возвратились на родину. В декабре 1940 года для увековечения памяти военных моряков останки расстрелянных перевезли с острова на материк, в город Таллин. 22 декабря траурная процессия проследовала на военное кладбище Мариамия, где советских матросов перезахоронили с почестями и установили памятник. До наших дней памятник, увы, не сохранился. Найсар удивляет нас не только богатой природой, но и насыщенным историческим прошлым. А какие истории острова знаете вы? Поделитесь в комментариях. Так, погода успокоилась, волн нет. Собираюсь в обратную дорогу.
Итак, я направился в обратный путь, окинув прощальным взглядом остров, который, согласно эстонской легенде, поднялся со дна моря с женщиной. Отсюда, кстати, его название, означающее буквально «женский остров». На обратном пути я проходил мимо танкера для перевозки СПГ и на этот раз решил подойти поближе к судну. Член экипажа поинтересовался, все ли у меня хорошо, и получил в ответ утвердительный жест, который заодно дает общую оценку и моему путешествию на таинственный остров Найса. Заключительные километры, и мое путешествие закончится. Всегда с сожалением воспринимаются эти последние километры. Хочется, чтобы приключения не заканчивались. Особенно после этого путешествия я отчетливо понял, насколько мне это интересно, насколько я кайфую от этих походов. Пребывание на суше, оно для того, чтобы планировать следующие путешествия. Ну и монтировать видео для вас. Ой, как хорошо. Да, это было действительно хорошее приключение. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну и впереди, как обычно, много интересного. Увидимся!